7 марта, суббота. Всем привет, это Руслан Ивеев. Врываемся в весну с большим количеством войн, чем это было зимой. Да, вот такое вам, лишь бы не было войны. Но все-таки в большей степени я буду по-прежнему говорить про российско-украинскую войну. Где-то в середине января я в своей сотке сказал, что январь станет антирекордом для российской армии по продвижению. В итоге я ошибся на 1 месяц. Нужно было учесть, что по картам ситуация всегда немного отстает. Февраль стал антирекордом для российской армии за очень долгий срок. По данным украинского мониторингового проекта Deep State, это был худший темп с июля 2024 года. У финской независимой команды Blackbird Group подсчет вообще в отрицательное значение ушел. За февраль армия России захватила минус 37 квадратных километров. Худший показатель с ноября 2023 года. И даже по данным Z-проекта «Сливочный каприз» темп продвижения в феврале упал вдвое. И это при том, что «Сливочный каприз» всегда рисует максимально оптимистичную для российских войск картинку. Я уверен, что к апрелю, маю тренд пойдет на взлет. Вот потому что прямо сейчас весна, снега тают, почва раскисла, что влияет на перемещение войск и логистику. А потом все просохнет, появится зеленка и начнется резкая активизация боевых действий. Думаю, где-то к маю мы с вами снова увидим в деле Дракарисы. Помните, что это? Это беспилотники, которые сверху поливают зажигательной смесью, создавая очаги пожаров. Для их эффективной работы нужно, чтобы было чему гореть, а для этого нужна сухая листва. Поэтому зимой мы их не видели. Хотя вот в прошлую пятницу по Константиновке ударили реактивным снарядом с зажигательными суббоеприпасами. Непонятно зачем, ведь эффекта это зимой не приносит. Еще, кстати, весной становится сложнее отслеживать по спутниковым снимкам динамику артиллерийских и авиаударов по линии фронта. Зимой они хорошо видны в спутниковых снимках, потому что представляют собой такие большие черные пятна на фоне белого снега. А летом они хорошо видны, потому что около них выгорает трава, поэтому черное пятно становится больше. А вот весной и осенью снега нет, почва влажная, гореть нечему, поэтому рассмотреть отметины попадания авиабомбы или арты сложнее. Сейчас, когда ближе к середине, к концу марта, в зависимости от погоды, пойдет активизация боев, журналисты опять начнут спрашивать, а какие планы у российской армии на весеннее наступление? Я думаю, что, как и в прошлом году, не будет никаких ни весенних, ни летних, ни осенних наступлений. Будет просто одно большое наступление, которое начнется в конце марта, в начале апреля и продлится до самого декабря. Это не будет в формате каких-то больших бронетанковых колонн или прорывов, но давление будет постоянным. Сама тактика атаки малыми группами штурмовой пехоты вместо бронетанковых колонн как раз и позволяет вести наступательные действия на протяжении практически всего года. Хотя я вот вчера натолкнулся на такую мысль, которую высказал исследователь, действующий под никнеймом Джомпи, который занимается подсчетом потерь и производством бронетехники. Джомпи считает, что к лету Россия снова попытается начать применять механизированные атаки. С ним согласен Якуб Яновский, который также занимается подсчетом потерь техники и администрирует блок Орикса после ухода основателя. Вы можете спросить, погодите, но про какие атаки механизированных колонн вы говорите, когда на фронте воздушное пространство насыщено беспилотниками? Все так. Но логика здесь в том, чтобы уменьшить человеческие потери. А при массовом использовании бронетехники они все равно меньше, чем при пеших атаках. При этом никто не говорит, что танковые атаки приведут к какому-то успеху. Просто предполагается, что российская армия будет вынуждена пойти на такие меры, потому что потери солдат слишком большие, и набор их уже не покрывает. У российской армии сейчас есть определенные запасы бронетехники, тем более, что производство не останавливалось в прошлом году, когда атаковали в основном пехотой. Это позволило создать определенные резервы. На всякий случай скажу снова, что нет, мы не ожидаем и не видим признаков готовящейся мобилизации. Мне приходится повторять это как мантру, потому что вокруг полно СМИ, жадных до алармизма и кликбейта. Теперь от разговоров об общей ситуации на войне давайте перейдем к рассмотрению отдельных направлений. Славянско-Краматорская агломерация. Очевидно, самая желанная цель для российского генштаба и Владимира Путина на этот год. Однажды, захватив эти 2 города, Путин начнет говорить: ну все, Донбасс мы полностью захватили, сами, без всяких там переговоров, так что теперь условия будут другие. До этого еще далеко. Но это я просто объясняю, почему для него это такая лакомая цель. В лоб атаковать 2 города, словно сейчас лето 23 года, и мы под Бахмутом, никто не будет. Цель – создать полуокружение, клещи.
Для этого нужно, чтобы войска более или менее синхронно подошли на исходные рубежи с 3 направлений. Это с северного фланга, где надо занять леса вдоль реки Северский Донец, южнее Лимана. Это с восточного фланга, где надо выйти на рубеж Николаевка, Ореховатка, Васильевская пустошь и Васютинская. И, наконец, с южного фланга, где нужно захватить Константиновку и Дружковку. Пока что быстрее всех продвигается восточный фланг. На втором месте северный, он же Лиманский, а вот Константиновский тормозится уже долго, большого прогресса там нет. Прогресс восточного фланга дает свои негативные плоды для мирного населения Краматорска. Если раньше до него долетали беспилотники, то теперь по нему бьет и ствольная артиллерия. Расстояние теперь позволяет. В понедельник утром российские войска нанесли артиллерийский удар по торговой базе, многоквартирной застройке, магазину, кафе, в результате чего погибли 2 женщины и мужчина. А еще 1 женщина и мужчина пострадали. Так что теперь все больше таких массовых средств поражения дотягивается до города. Дальше будет идти по нарастающей. Поэтому уже надо начинать перемещать мирное население из города в какие-то отдаленные регионы. И особенно начинать с уязвимого маломобильного населения. Я имею в виду не только тех, у кого физиологические ограничения, но и, например, пенсионеров. Потому что, как мы видим по практике за эти 4 года, пенсионерам приходится раз 10 приехать и предложить: давайте мы вас вывезем. И может только на 11-й раз они начинают соглашаться. Даже после того, как российские войска займут исходные рубежи для атаки на эту агломерацию, бои за нее будут идти много месяцев. Это и по причине наличия большого количества фортификаций, укреплений около тех городов, и по причине того, что опять будет реализовываться бахмутский сценарий, как и с последним примером в части Покровска и Мирнограда. На Покровском направлении основные бои идут в районе Родинского, где российские войска атакуют на север по направлению на Белицкое, а также на северо-запад по направлению на Шевченко. В целом российская армия пытается выровнять здесь линию фронта, пробив дорогу и сомкнувшись с теми российскими подразделениями, которые ведут бои за поселок Гришино. Большая часть поселка Гришино уже захвачена. Продолжается наступательная операция украинских сил на юге, где они еще больше отодвинули серую зону, отбили часть позиций в районе Тернового, Новогригоровки и Злагоды. Цель украинских сил здесь – осложнить движение по дороге, соединяющего Гуляйполе с Великой Новоселкой, по которой подводится снабжение. Получается, что ВСУ бьют в северный фланг группировки войск «Восток», пытающиеся двигаться от Гуляйполя на запад, по направлению на Орехово. Как и в боях за Славянск-Краматорск, план по окружению Орехова тоже подразумевает выход на исходные рубежи с 3 сторон. Это, собственно, Гуляйпольское направление, то есть восточный фланг, и Степногорское направление, где российские войска завели новое захваченное село – Веселянка на берегу реки Конка, но ничего из него не показали, так что заявление в кредит. Плюс южный фланг со стороны Малой Токмачки и Работина. Пока что с операцией по захвату Орехова все довольно-таки глухо. Позиции российских войск находятся довольно-таки далеко. Чем больше таких рассинхронов в выходе на исходные рубежи у российских войск, тем больше возможностей у украинской стороны по контратакам во фланге российских войск. Еще в рамках подведения статистики за месяц, которую в начале недели публиковали многие структуры, мы обратили внимание на данные воздушных сил Украины. В течение всего февраля месяца украинская авиация осуществила 112 вылетов на огневое поражение и авиационную поддержку войск. То есть речь не про вылеты на перехват ракет и шахедов, а вылеты, например, для сброса высокоточных авиабомб. При этом, согласно статистике Генштаба ВСУ, только 27 февраля, в прошлую пятницу, за один день российская авиация сбросила 328 планирующих авиабомб. Как правило, самолет несет на себе 2-4 авиабомбы. Давайте даже представим, что во всех случаях сбрасывалось по 4 авиабомбы за раз с одного самолета. Все равно это получается больше 80 вылетов на авиационную поддержку войск. И это за один день. И это хорошо объясняется 2 моментами. Во-первых, новостями, которые я видел где-то месяц назад, что производство высокоточных планирующих авиабомб «Хэммер», которые применяет Украина, выросло до 90 штук в месяц. Россия производит 5000 в месяц. Во-вторых, позавчера появилась статья агентства Рейтер, которая со ссылкой на 3 источников сообщает, что с конца ноября до середины декабря Украина не получала боеприпасы для самолетов F-16, из-за чего возник дефицит, банально нечем было стрелять. Там, правда, речь про ракеты класса «Воздух-воздух», то есть работу в роли летающего ПВО, а не про авиационную поддержку войск. Но это показывает тенденцию в целом, что поставки упираются в масштабы производства западной оборонки, а также бюрократию с покупкой боеприпасов.
Сейчас еще и Орбан в преддверии своих выборов все больше пакостит Украине. Требует отремонтировать поврежденный трубопровод «Дружба», чтобы российская нефть снова пошла в Венгрию. При этом Орбан блокирует выделение Евросоюзом первого транша в рамках согласованного кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Сам Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина могла бы за месяц-полтора отремонтировать этот трубопровод, но не стала бы. Также он сказал, что если один человек в ЕС будет продолжать блокировать выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, то он передаст его адрес украинским вооруженным силам, чтобы они с ним сами пообщались на своем языке. И вот после таких завуалированных угроз мы видим новое обострение отношений. В Будапеште силовики задержали инкассаторов украинского Ощадбанка, обвиняют их в отмывании денег. Инкассаторы занимались перевозкой денег между Австрией и Украиной в рамках обычных межбанковских процессов. Уже опубликованы кадры операции Венгерского центра по борьбе с терроризмом. И там все как по методичкам ФСБ. Такие же маски-шоу. Из-за войны в Персидском заливе, казалось бы, весь этот цирк с трехсторонними приговорами США, Россия, Украина поставлен на паузу. О чем Зеленский недавно заявил. Но потом Трамп в интервью изданию «Политика» сказал, что Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. У него нет карт на руках, а сейчас их стало еще меньше. Видимо, теперь уже отрицательное количество карт на руках. Несмотря на отсутствие новых раундов переговоров, произошел очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Продолжается танкерная война. Был нанесен удар по российскому танкеру-газовозу в Средиземном море, около берегов Ливии. Говорят, что было использовано 4 беспилотника и 2 безэкипажных катера. Я думаю, что здесь нужно обратить внимание на географию. Это опять не Черное, а Средиземное море. Как отмечал Майкл Кофман, война расширяется географически. Кадры последствий взрыва газовоза, конечно, впечатляют. Раньше я такое разве что в кино видел. Что касается новой войны, то меня отдельно впечатляет вот это вот «только не списывай в точь-в-точь». Такое ощущение, что у трамповской и путинской администрации один и тот же спичрайтер. Не мы начинали эту войну. Если бы мы не ударили первыми, они бы не нанесли удар по нам. Это специальная боевая операция, и она продлится 2-3 недели. Эта операция будет продолжаться, пока не достигнет всех своих целей. Но ей-богу, прям слово в слово. Можно играть в угадайку, произносить одну из таких фраз и задавать вопрос. Угадайте, кто это сказал? Министр обороны США Пит Хексет или российский пропагандист Владимир Соловьев? Что касается влияния на российско-украинскую войну, то тут речь прежде всего про американские боеприпасы, а именно элементы противовоздушной обороны. Вспомните, как в прошлом году Пит Хексет забрал с американского завода 20 тысяч комплектов АПКВС, потому что Америке они сейчас нужнее на Ближнем Востоке. Это комплекты, которые превращают неуправляемые ракеты «Гидра» в высокоточные ракеты с лазерным наведением. Украина тоже использует их для сбития российских шахедов. Как, собственно, и американские войска их сейчас тоже используют, тоже для сбития шахедов. Учитывая, что конца и края специальной боевой операции пока не видно, приоритет поставок будет отдаваться внутренним потребностям. И так не только с АПКВС, но и с комплексами Patriot и с ракетами к ним. Зеленский вот на днях сказал, что в ходе этой операции страны Ближнего Востока уже выпустили более 800 ракет ПАК-3 комплекса Patriot. У Украины за всю войну не было столько зенитных ракет ПАК-3. Идут обсуждения вокруг того, что у украинской стороны есть актуальный хороший опыт противодействия шахедам с использованием дешевых средств, а именно зенитных дронов. И вроде бы как мощности украинских производителей этих дронов недозагружены, потому что у Украины нету столько денег, чтобы загрузить их на полную. Поэтому обсуждается вариант закупок Америкой и другими странами украинских зенитных дронов для противодействия иранским шахедам. Я помню, как осенью 2022 года все шутили, что Россия вышла на первое место по поставкам военной техники для Украины. Ну это потому, что армия бежала с Харьковского фронта, побросав всю технику. А вот теперь может сложиться ситуация, когда Украина помогает Америке оружием. Во времена. На Россию эта война особо никак не повлияет. Производство шахедов в России полностью локализовано и уже давным-давно ушло в собственные модификации и разработки. Никаких поставок от Ирана в этом плане не было давно. На Путина эта война может повлиять разве что геополитически. Потенциальная потеря влияния в регионе интереса. Вот с таких новостей мы начинаем эту весну. Теперь будем следить за 2 войнами. Хотя отдельно отмечу, что мы не являемся экспертами по Ближнему Востоку и не планируем вести какие-то сводки по войне в Персидском заливе. У нас и ресурсов на это нет.
Так что увидимся с вами через неделю в рамках новостей с российско-украинской войны. Пока.